Всем привет. Вчера у нас были провальные расклады 2. Ну, что поделаешь, хоть 11 человекам понравилось. Я очень рад этому. Итак, сегодня ваша любименькая. Какие у него неприличные фантазии о тебе. Давайте сразу начнем. Итак, единички. Первые 2 карты сигнификация, что сейчас между вами, остальные парно читаем. Ну а у вас сейчас состояние конфликта затяжного. Он не взрывается скандалами, он у вас все, знаешь, как-то вот все гораздо тоньше и гаже. Ты измотана борьбой, ты постоянно на чеку, как будто ты ждешь подвоха. И тебе приходится отстаивать себя, свою позицию, доказывать что-то, границы свои защищать. И это тебя выматывает прям неимоверно. А он тебя испытывает. Проверяет на прочность, даже если он сам этого не осознает. Это вот это постоянное напряжение, оно как будто ты всегда готова к бою, но бой этот никогда не начинается. Понимаешь, вот как сказать-то? То есть ты готова к бою, которого нет. И вот эта усталость от противостояния, она вас обоих вниз тянет. Он дистанцируется, там дистанцию начинает держать, в себя уходит, становится там молчаливым, необязательным, и ты чувствуешь его вот эту отстраненность. А он винит себя в том, что между вами нет вот этой легкости прежней. Короче, сейчас вы как 2 боксера после долгого, тяжелого раунда. Без сил, израненный и не готовы к продолжению. Он зациклен сейчас на себе, на своих проблемах, а тебе приходится все тащить на себе. Но это не равный бой, и он тебя истощает. Ты чувствуешь себя одинокой даже рядом с ним. Так какие у него неприличные фантазии о тебе? Ну знаешь, тут все серьезно. Он тебя представляет как женщину, которая полностью ему покорна, которая готова угождать его желаниям прям без возражений, которую можно контролировать и которой можно обладать. Ему, знаешь, ему нравится думать о такой ситуации, где ты не одна. Вот я слова подбираю, я знаю, что по краюшку хожу. Он хочет 2. То есть, где он главный, а вы обе объекты его внимания. И он фантазирует о власти, о доминировании, о том, как 2 женщины соревнуются за его жезл, так скажем, который демонстрирует свою готовность ему угодить. Это, знаешь, это все связано с его потребностью чувствовать себя сильным и значимым. Ему нужно подтверждение своей вот этой мужественности, привлекательности. И вот эта фантазия дает ему это ощущение. Он видит тебя не как личность, а как предмет желаний, как трофей, который можно заполучить. И это глубоко обесценивающее отношение, если честно. Фантазии эти, они, знаешь, следствие его внутренних комплексов и своей неуверенности в самом себе. И ему нужно компенсировать свою вот эту слабость, доказывая и себе, и другим свою власть и свою силу. Как равного партнера он тебя не видит, нет. Он хочет видеть себя выше тебя, который контролирует 2 женщин. Это все его эго. Какой совет? Ну, тут по-другому никак не скажешь, и если ты знаешь Таро, ты уже знаешь ответ.
все в свои руки берешь, но не то, что ты подумала, да, а вот всю ситуацию. И показать ему, кто здесь хозяйка положения. Так как ты пират, и я более благосклонен к тебе, то трактую, ну, по-другому никак. По-другому никак ты не протрактуешь императора с королем Пентаклей. Ну, никак. То есть хватит пытаться ему угодить и подстроиться. Четкие границы установи. И не позволяй ему их нарушать. Он, знаешь, он должен понять, что ты самостоятельная женщина со своими желаниями, со своими потребностями. Не бойся проявлять свою силу и свою настойчивость. Покажи ему, что ты достоин уважения и серьезного отношения к себе. Ему, знаешь, нужно увидеть, что ты не будешь терпеть его манипуляции и контроль. Будь твердой, будь непреклонной по императору. Он должен почувствовать, что потеряет тебя, если продолжит вести себя так, как он себя сейчас ведет. Не позволяй ему использовать тебя для повышения своей самооценки, потому что он сейчас об тебя лечит свою самооценку. А ты заслуживаешь большего, чем быть просто объектом его фантазий. Ты ценная личность со своими достоинствами, со своими талантами, а человек склонен, к измене. А как я тебе по-другому скажу? Никак. Поэтому он должен понять, что ты плясать под его дудку не будешь. Будь собой, но будь сильной и независимой от него. И тогда все на свои места встанет. Сейчас он просто тобой манипулирует и этим пользуется. А ты позволяешь. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, я вас больше всех люблю, но никому этого не говорите и даже себе. Поэтому я к вам всегда предвзят, к вам всегда, как сказать, более крапивный разговор. Что сейчас между вами, это у нас сигнификация, остальные парно читаем. Ну, он сейчас в тебе стабильность видит, обеспеченность. Ты сейчас для него, знаешь, воплощение комфорта. Он доволен тем, что ты есть в его жизни. Ты вот для него надежный тыл. Ты для него гарантия благополучия. Но это не про страсть и не про безумие. Здесь все очень приземленно. Он ценит тебя там за борщ, за то, что ты носки убираешь, за умение вот этот уют создавать. Но сейчас он скорее, знаешь, наслаждается плодами ваших отношений, чем там стремится к новым каким-то впечатлениям с тобой. Нет. У него сейчас период спокойствия, когда уже вот все устаканилось, устоялось, вы притерлись или притрелись, притерлись, притерлись. В кураптоновском языке так, как хочешь говорить, так и говоришь. А мы с вами общаемся именно на нем. Так ты его сейчас золотой компас личный, о котором приятно заботиться, которым можно гордиться перед другими. Он все контролирует, он держит все в своих руках, и ему нравится ощущать себя вот хозяином положения, я бы так сказал. А ты немножко застряла в этой роли обеспечивающей. Ты искорку потеряла. Перестала удивлять его в компотном плане. Ему комфортно с тобой, но он желанием не горит, как сказать, что-то менять, развивать отношения, дальше расти, и вот это все. Нет, он этим не горит. Все это как вот крепкий дом, где все надежно, где предсказуемо, где даже каждый знает, где чьи носки лежат, извините меня за выражение. То есть, вот, честно говоря, как будто немного скучновато вам обоим. И сейчас
Он тебя рассматривает скорее как вот ценное приобретение, чем как любимую женщину, с которой хочется с ума сойти от страсти и прочего. Так какие у него неприличные фантазии, да? Начинаем смотреть в этот замученный глазочек. Но тебе может быть неприятно, но я буду говорить так, как есть. Его фантазии, они связаны с полным контролем над тобой. То есть он тебя представляет покорной, послушной, полностью, которая отдается его воле. Вот прям полностью. То есть, ну, я слова не знаю, как подбирать, но ты правильно думаешь, я про компот говорю, потому что у нас тема компотная. Нравится ему, чтобы ты делала все, что он захочет. Без возражений, без головных болей, без сомнений, без ничего. И тут не про нежность или заботу. Нет, это про власть. В его фантазиях нет места для твоих желаний, для твоих потребностей, для твоих... Как сказать-то? Я не знаю, как слово оргазм сказать. Давай женский компот будем говорить. Мы с тобой уже как только не этот, да? То есть он не думает про твой женский компот. Он думает про свой женский, про свой мужской компот. Я не знаю, это... Ну, смех и грех, конечно, но мы смотрим серьезные темы, потому что это все-таки важная часть отношений. И он видит тебя вот как объект своей страсти, которым можно, как повернул, так и обладает. Я подбираю слова, не могу. И знаешь, тут важно понимать, тут это не только вот с компотным влечением, да, это вообще про доминирование, про утверждение своего превосходства. Ему нравится думать о том, что он вот полностью сломал твою волю. Себе подчинил, взял на поводок и гулять выводит. Он, знаешь, он фантазирует о том, как ты от него зависеть будешь во всем. Как будешь умолять его о внимании, о ласке. Вот у него такое. И это, конечно, тревожный звоночек. Но тут, как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Но сразу скажу, в таких фантазиях нет уважения к тебе как к личности. Есть только желание обладать тобой целиком и полностью. То есть не как равного партнера видит он тебя, а как игрушку, которую можно как повернул, так и играешься. Какой совет? Ну, действовать быстро и решительно нужно. Не сиди сложа руки, не жди, пока все само собой вот наладится. Он хочет перемен. Его тянет вот к новым вот этим свершениям. Он хочет, чтобы жизнь бурлила, кипела. И вот сейчас время для вас двоих для смелых поступков. Ну и, конечно, для рискованных решений. Про осторожность пока забудь и про страх перед неизвестностью. Действуй. Не бойся выйти из зоны комфорта. Предложи там наоборот, понимаешь? Нужен вам смелый разговор по душам. И не вот такой, потому что вы сейчас погрязли в бытовухе, я бы сказал. То есть у вас, сложный расклад, потому что я знаю, что нужно говорить, но не знаю, какими словами это делать. То есть вам нужен максимально смелый разговор. У вас сейчас вот как? Давай? Ну, давай. Вот примерно вот так. Давай? Не, голова болит. Ну, ладно, не давай. Вот примерно вот так вот. Поэтому сейчас, знаешь, ему нужно показать ему, что ты непредсказуема. Что в тебе и есть вот этот страсть и огонь. И вот используй вот эту энергию в своих интересах. Не давай ему контролировать все. Бери инициативу в свои руки. Я сейчас
сказал и понял, что сказал. Но я правильно сказал, и ты правильно поняла. Пусть он почувствует, что ты сама правила игры определяешь. И всегда помни о своей ценности, чтобы женский компот был регуляр. Ну, чтобы не только он там чих-пых и в дамках, да, а чтобы и ты была, извиняюсь, хрюкнул, на коне. Поэтому я не знаю, как сказать, слова подбираю как могу, но ты меня все поняла. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки затейницы. Первые две карты это сигнификация, что сейчас между вами, остальные парно читаем. Ну, что сейчас между вами, тут все очень просто. Он тобой поглощен. Полностью, безоговорочно. Но, знаешь, я был бы не я, если бы не было но. Но не в плане романтики, а в плане твоей энергии, твоего влияния на него. Он, знаешь, он как будто подсел на что-то такое невероятно приятное и сильное, от чего отказаться не может. И ты это прекрасно чувствуешь. Ты знаешь, ты ему даришь такое ощущение полноты жизни, радости, уверенности. Но знаешь, вот эта связь сейчас выматывает тебя. Потому что он берет, 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 а отдачи почти нет. Он требует внимания, там, заботы, восхищения, как будто это его законное право. И ты стараешься соответствовать, потому что ты боишься потерять вот этот поток положительных эмоций от него. Но это создает дисбаланс. Он упивается твоей преданностью и не замечает твоих потребностей. Короче, ты знаешь, ты для него сейчас источник света, но он совсем не видит, что тебе вот самой нужна зарядка. Ну, зарядка в плане подзарядка. И это высасывает все соки из тебя. Ты прям чувствуешь себя использованной. Хотя он этого и не осознает, ну, может, просто игнорирует. Сейчас между вами зависимость, а не какие-то там равноправные отношения. Неприличные фантазии ваши любимые, но тут даже трактовать не нужно. Он представляет тебя в ситуации, когда у тебя полный контроль над ним. Тут не только про компот, да, хотя это тоже, это самое главное. Тут про власть. Ему хочется думать о том, что ты им можешь манипулировать, управлять, заставлять его делать то, что он на самом деле не хочет. То есть подчинять свою волю. То есть, а я могу слово такое сказать, он в тебе хочет видеть госпожу. Вот так вот. Понимаешь? Но не только ее, а еще женщину-загадку, которую разгадать невозможно, которая всегда, как говорится, на шаг впереди. Его возбуждает мысль о том, что вот чтобы он был побежденным тобой. Вот по-другому не знаю, как объяснить. Чтобы ты полностью им завладела. Вот так вот. Это про игру, про доминирование, про подчинение, и вот это вот все такое. Ему нравится представлять себя слабым, беззащитным перед твоей вот этой силой. И он фантазирует о том, как ты его вот испытываешь, как условия ставишь, как в напряжении держишь, как вот это все такое. Его привлекает именно вот такая вот неопределенность, что ли, ощущение опасности, от тебя опасности. Ему, знаешь, надоели предсказуемые отношения, ему нужна женщина, которая может, которая способна его там удивить и шокировать, и врезать. Ну, а в плане компота я имею в виду, врезать. Он хочет видеть в тебе, как сказать, вот, опасную хищницу, которая может сломать его одним своим движением. Понимаешь?
То есть он фантазирует о том, чтобы полностью потерять над собой контроль в твоих руках. Ты управляешь. Ну, а как я тебе по-другому скажу? Какой совет? Ну, хватит играть по его правилам. Потому что ты стараешься сейчас угодить ему. Доказываешь любовь свою, заслужить его внимание хочешь. Но ему-то не это нужно. Вот и думай. Ты самодостаточная личность. Ты не должна в нем растворяться, должно быть наоборот. Чтобы у вас, знаешь, как я тебе объясню. Ты, как сказать, не божий одуванчик, а вот ты женщина по правилам. Тебе вот это все не надо. И в итоге вы друг от друга отдаляетесь, потому что ты ему даешь любовь, подчинение и так далее, думая, что мужчинам это нужно, а твоему мужику не это нужно. Ему нужно наоборот. И поэтому вы отдаляетесь. То есть ты, как сказать, вот, ты удивляешься, что ты ему готовишь борщ, а он кушает и к тебе не приближается, а ему нужно, чтобы ты шваброй ему сначала по харе дала, чтобы он борщ этот ел. Извиняюсь. Но ты поняла меня, понимаешь? И поэтому вы отдаляетесь, и ты не понимаешь, что он отдаляется, когда ты самая идеальная на свете. А ему как раз и нужна не идеальная, понимаешь? Поэтому вот так вот. Это единственный способ вернуть баланс в ваши отношения. Ну или хотя бы понять, стоит ли вообще там их продолжать. Поэтому, да поэтому все ты поняла. Тут я не буду говорить, что дед с вами рядом, потому что, потому что дед уже старый, дед уже свое отпел. Ой, я не могу, это какой-то бред. Я не знаю, это буду выкладывать или нет. Ну ладно, а что, раз расклад такой, я же не виноват, карты что сказали, то я вам и сказал. И помни, что в такие моменты дед с вами не рядом, ни в коем случае.